Когда девочка сказала, что разговаривала с Богом, никто в это не поверил. Несколько дней спустя все на коленях извинялись перед ней. Лиза проснулась в 6 утра, повернулась к окну и посмотрела на небо. Затем она встала, опустилась на колени и начала молиться. «Дорогой Боже, я благодарю Тебя за еще один день и за это прекрасное небо. Пусть Твой свет озарит меня сегодня и достигнет всех, кто меня окружает. Аминь». Как только она встала, ее сердце наполнилось грустью, потому что она знала, что ждет ее в школе. Лиза перешла в среднюю школу, и у нее совсем не было друзей. Все считали ее странной и говорили, что она некрасиво одевается. Лиза не могла наряжаться или краситься, потому что ее отец, очень религиозный человек, считал, что это привлечет нежелательное внимание. Придя в школу, некоторые ученики уже начали отпускать в ее адрес неприятные комментарии. «Доброе утро, монахиня. Иисус позволил тебе сегодня выйти из своей спальни?» Все смеялись над ней, но Лиза привыкла к этому, поэтому просто не обращала на это внимания. Она была из небогатой семьи. Ее отец, Джимми, работал в церкви уборщиком, а мать, Хейли, была швеей. Когда заболел ее отец, Лиза попыталась продавать сладости, чтобы заработать немного денег и помочь своей семье. Это заставило некоторых учеников посмеяться над ней, сказав, что Бог — это тот, кто должен оплачивать их счета. Лиза много страдала в школе, но она была очень умной, трудолюбивой и прилежной девочкой. Она мечтала поскорее закончить школу и поступить в колледж в каком-нибудь месте, где ее никто не знал бы. Таким образом, она смогла бы начать новую жизнь и завести новых друзей. Всякий раз, когда у нее была возможность, в перерывах между уроками, она садилась на скамейку в задней части школы и смотрела на небо. Ей нравилось делиться мыслями с Богом, который был ее единственным другом. В один из таких моментов на перемене несколько мальчиков из ее класса застали ее за таким разговором. Все вокруг начали высмеивать Лизу еще больше. Некоторые даже говорили, что Бога не существует, потому что если бы он существовал, у него не хватило бы смелости создать такого уродливого и странного человека, как она. Очень обиженная, Лиза каждый день возвращалась домой, все больше и больше недовольная жизнью. Несколько раз Лиза ела, прячась в кабинках туалета, просто чтобы не попасться на глаза опрятным девочкам, которые всегда были рады поиздеваться над ней. Миранда была лидером среди других девочек. Избалованная девчонка считала себя самым красивым и особенным человеком в школе. Она не могла смириться с тем, что Лиза, будучи другой, не завидовала ей, как все остальные девочки. Миранда была тщеславной и избалованной. Ее родители дали ей все, чего она хотела в жизни. Поэтому она считала, что школа — это ее королевство, а она — королева. Миранда также была инициатором большинства злодеяний, от которых страдала Лиза. Время шло, а лучше не становилось. Лиза просыпалась в одно и то же время, опускалась на колени и просила Бога об одном и том же. Но ничего не менялось. Тем не менее, Лиза никогда не теряла и не ослабевала в своей вере. Однажды Миранда решила устроить вечеринку в конце недели, так как у родителей избалованной девочки был большой дом, и они могли исполнить все ее желания. Лиза решила не ехать, так как родители все равно не отпустили бы ее. Тем утром Лиза проснулась, повернулась к окну и посмотрела на небо, ожидая увидеть прекрасный день с сияющим солнцем и белоснежными облаками. Но вместо этого, к ее разочарованию, погода была пасмурной, с серым небом. В прогнозе говорилось, что будет сильный дождь, а Лиза терпеть не могла дождливые дни. Она впала в уныние, просто выглянув на улицу. В этот момент ее позвала мама. Последовав за матерью, Лиза наткнулась на маленький шоколадный торт с глазурью, на котором были 2 розовые свечи с цифрами 1 и 6 и надписью «С днем рождения». Ее родители запели «С днем рождения», и глаза девочки наполнились слезами. Она была единственным ребенком в семье, и все же не каждый год ее родителям удавалось испечь торт, чтобы отпраздновать ее день рождения. Она знала, что с финансами у них не все в порядке, поэтому этот маленький сюрприз наполнил ее счастьем.
Она с наслаждением съела кусочек торта и отправилась в школу. Оказавшись там, девочки снова начали подшучивать над Лизой. «Мы тоже привезли тебе подарок. Мы подарим его тебе на перемене». Лиза не могла в это поверить и с любопытством зашла в класс. На перемене Лиза ела в коридоре. Из-за дождя она не смогла пойти на свою любимую скамейку. Именно тогда к ней подошла Миранда и сказала: «Посмотри, что мы приготовили для тебя». Лиза не могла в это поверить. Это был праздничный кекс. Они поставили его на стол и начали звать людей спеть «С днем рождения». Лизу распирало от счастья. Она все еще не верила, что наконец-то происходит что-то хорошее. Девочки поставили свечу на верхушку торта и зажгли ее. А когда свеча догорела, взорвался шарик с чернилами, которые были внутри торта. Это снова был не более чем злой розыгрыш. Миранда, смеясь, сказала: «Почему бы тебе не воспользоваться случаем и не пойти так на нашу вечеринку сегодня?» Все смеялись над бедной Лиза. Она выбежала и заперлась в туалетной кабинке, пока не пришло время возвращаться домой. Вернувшись домой в слезах, ее родители не могли поверить в то, что увидели. Мама обняла ее и плакала вместе с ней. Лиза приняла душ, легла и проплакала остаток дня. Вечером ее отец зашел проведать ее, и молодая девочка излила ему свое сердце, сказав: «Отец, я больше не могу этого выносить. Они никогда не примут меня. Почему я должна так сильно страдать?» Джимми, видя, что его дочь заливается слезами, сел рядом с ней на кровать и с замиранием сердца сказал: «Послушай, дочь моя, я знаю, что ты страдаешь, но я уверен, что все изменится. Ты должна быть сильной, потому что ты рождена для свершения великих дел». С глазами, все еще полными слез, она спросила: «И что же это за великие дела, отец? До сих пор я только страдала». Джимми, обхватив ладонями лицо дочери и вытирая ее слезы, сказал: «Бог точно знает, что это такое, дочь моя. Тебе просто нужно верить». Он обнял Лизу и сказал: «А теперь ложись спать». Затем он вышел из комнаты, оставив Лизу наедине с ее мыслями. Лиза, все еще плача, размышляла о том, что только что сказал ее отец. Она подумала о своих сверстниках и почувствовала что-то, что ее очень беспокоило. Это было странное чувство. Она не совсем понимала, что это было, но что-то было не так. И с глазами, все еще полными слез, она обратилась к Богу. «Дорогой Боже, я знаю, что мне больно, но я буду продолжать верить, что однажды Ты поможешь мне совершить что-то великое». Не успев закончить молитву, она заснула. Лизе начала сниться вечеринка Миранды. Музыка была очень громкой и смешивалась с раскатами грома. Было много ярких огней и угощений. Она увидела, что гости разговаривают, танцуют и веселятся. Вскоре Лиза услышала очень громкий раскат грома и подняла глаза. Она заметила, что в потолке дома появилась трещина, и из-за дождя трещина становилась все больше. И вдруг она увидела, что потолок падает на ее одноклассников. Она закричала, но ее голос был беззвучен. Затем она услышала очень громкий и приятный голос, донесшийся с небес, который сказал: «Ты должна помочь им, дочь моя». Лиза попыталась подбежать, чтобы помочь им, и в этот момент с криком проснулась. Ее родители вбежали в ее комнату, спрашивая, что случилось, и увидели, что она очень напугана. Лиза вскочила и в спешке, как была, просто побежала к двери. Ее родители, ничего не понимая, побежали за ней и спросили, что случилось. Лиза, которая уже была в дверях, сказала: «Я слышала голос Божий. Должно произойти что-то действительно плохое. Я должна это остановить». Затем она выбежала под дождь в сторону дома Миранды, который находился всего в нескольких кварталах от нее. Прибежав туда, вся мокрая и испуганная, Лиза закричала, чтобы все убирались оттуда, но на нее никто не обращал внимания. Прежде чем они успели увести ее с вечеринки, Лиза заметила трещину в потолке и запаниковала еще больше. Вспомнив ночной кошмар, который ей приснился, она начала кричать: «Потолок сейчас рухнет! Вам нужно убираться отсюда прямо сейчас!» Но никто ей не поверил. Выгнав бедную девочку, они вернулись на вечеринку, закрыв дверь прямо у нее перед носом. Лиза, проявляя настойчивость,
Начала изо всех сил колотить в дверь, крича: «Убирайтесь оттуда сейчас же! Бог сказал мне, что потолок упадет!» Гости, находившиеся внутри, могли только обмениваться репликами. «Она сумасшедшая, да? Ее нужно госпитализировать». Тогда Лиза вернулась в дом через задний вход. Она заметила пожарную сигнализацию и решила включить ее. Все начали выбегать на улицу, напуганные сигнализацией. Вскоре после того, как все покинули дом, Лиза подошла к ним и сказала, что это она включила сигнализацию. Гости были очень рассержены и начали кричать. Миранда набросилась на Лизу, повалив на землю. Но родители верующей девочки подоспели и защитили свою дочь, приказав всем держаться подальше. Прежде чем Миранде удалось вырваться и снова броситься на Лизу, все услышали очень громкий шум и увидели, как молния ударила прямо в крышу дома. Потолок тут же обрушился, и все, что находилось под ним, было уничтожено. Все были парализованы. Они никак не отреагировали и не поверили в то, чему только что стали свидетелями. Лиза действительно была права. Потолок обрушился, и если бы они все еще были внутри, то все были бы мертвы. Миранда, опустошенная, могла только смотреть на разрушение. Но как только она пришла в себя, то обратила свое внимание на Лизу. Казалось, она тоже не верила, что все это произошло на самом деле. И как и в ее сне, Миранда подбежала к ней, обняла ее и заплакала. Все присутствующие были очень потрясены, но в то же время начали подходить к Лизе и обнимать ее. Постепенно, со слезами на глазах, они заулыбались и почувствовали облегчение от того, что Лиза спасла им жизни. Они начали аплодировать ей, а она, не веря своим глазам, заплакала. Только на этот раз она плакала от счастья. Ее родители разрыдались, увидев, что их дочь получает всю любовь и внимание, которые она всегда хотела от своих сверстников. Все были очень счастливы и начали верить, что Бог действительно существует и что Он использовал Лизу, чтобы спасти их от огромной трагедии. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Лизы? Спасли бы своих одноклассников? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.